Мы снова в дороге и продолжаем знакомить вас с удивительной природой Израиля. Всегда проезжая мимо этого места, мы восхищаемся видом вот этих холмов. Правда же, они необычные и привлекают к себе внимание. Они напоминают диковинного зверя, то ли его лапы, то ли его морду. И сегодня мы все-таки ненадолго здесь остановились, чтобы запустить квадрокоптер и снять эти удивительные формы. Дорога спускается вот уже минус 150 метров ниже уровня Мирового океана. Вот уже и минус 300. А путь наш идет к самой низкой точке земного шара, к берегам Мертвого моря. Кстати, мертвым оно стало называться только во II веке нашей эры, с подачи первого исследователя его вод, древнегреческого ученого. Павсаний не нашел в нем видимых живых организмов из-за солености воды, и озеро стало мертвым. А библейское его название – море соли или море равнины. А еще его называют морем асфальтовым. Были и другие названия, но перечислять их мы не станем. Многие скажут: ну зачем нам это море? Оно проклятое, ведь там были Содом и Гоморра. Им возразят другие: нет, это не так, ведь воды Иордана наполняют его жизнью. Как бы там ни было, море, вернее озеро и его окрестности очень красивы. И сегодня мы рассмотрим подробнее это действительно уникальное и любимое многими, мы в их числе, явление природы. Дорогие друзья, всем привет! Приветствуем мы вас с самой низкой точки на Земле, до которой мы добрались по самой низко расположенной трассе на Земле. Приветствуем вас с места, которому чуть-чуть не хватило, чтобы стать одним из 7 новых чудес света. К огромному сожалению жителей Израиля. Но все же на это звание оно претендовало. Приветствуем вас с берегов Мертвого моря. Что известно о Мертвом море большинству? То, что вода в нем очень соленая. И хоть это не самое соленое озеро в мире, но процент содержания соли на литр воды просто огромен и почти доходит до цифры 34. Всем еще известно, что утонуть в нем нельзя из-за плотности воды. Вода просто выталкивает вас на поверхность. Но то, что всем известно, совсем не говорит о том, что это действительно так. Предупреждаю, тонуть все-таки можно, и таких случаев известно немало. Для спасения утопающих и приготовлена эта лодочка, а за купающимися наблюдает спасатель. Конечно же, многие знают, что это самая низкая точка на Земле. Но некоторые спорят и приводят в пример Марианскую впадину. Но Мертвое море – самая низкая точка на поверхности Земли. На поверхности? А не в океане. Да, на поверхности, а не в океане. И сегодня она уже находится на уровне минус 434 метра, опускаясь год по метру. Представляете, каждый год ниже на 1 метр. Конечно же, мы не можем обойти стороной серьезную проблему умирания Мертвого моря. Дело в том, что за последнее столетие море очень и очень обмелело. За 25 лет нашей жизни в Израиле море потеряло 25 метров своей глубины. Максимальная глубина северной части моря сейчас где-то 306 метров. Почему же Мертвое море умирает? Вода реки Иордан – основной источник жизни этого водоема.
Из наших видео об Иордании можно понять, насколько мало воды доходит сейчас до устья реки. В начале 60-х годов Иордан давал Мертвому морю 1,5 миллиарда кубометров воды в год. А сейчас в море впадает всего лишь 10% былых объемов воды. Израиль, Сирия и Иордания построили множество плотин и водозаборов. Вода используется для сельскохозяйственных целей. Кроме того, работа заводов Мертвого моря, как израильских, так и иорданских, выпаривание соли из бассейнов, также активно способствует обмелению. Море мелеет, вода моря отступает. Вы видите сейчас карстовые воронки. Многие уже заполнены водой. У берегов Мертвого моря насчитывается более 6000 таких воронок. Еще 40 лет назад здесь не было ни одной. В год образуется сотни провалов. Почему они появляются? Почва вокруг моря содержит огромное количество соли, но она находилась под водой. Когда море начало отступать, то подземные воды стали растворять и вымывать соль, и постепенно образовались пустоты, которые проваливаются в верхний слой почвы. Несложно понять, что эти места совсем не безопасны. Этот процесс происходит в некоторых местах северной части Мертвого моря. На этом видео мы можем наблюдать, что стало с когда-то популярным минеральным пляжем на израильской части Мертвого моря. Впервые измерили уровень Мертвого моря в 1865 году. Он составил минус 392 метра ниже уровня Мирового океана. Сейчас эта цифра, напомним, составляет минус 434 метра. Британский фонд исследования Палестины в начале 20 века оставил на скале отметку уровня воды. Вот эта скала, отмечена табличкой справа от трассы. Сейчас от этой отметки до кромки моря порядка 2 километров. Сотни, тысячи таких провалов. Сколько еще будет?
это южная часть Мертвого моря, и здесь, как видите, картина совсем иная. Сейчас мы находимся в оздоровительно-гостиничном комплексе, который называется Эйн-Букек. Это не полноценное жилое поселение, это именно курорт. Местных жителей здесь нет. Есть только гостиницы, пляжи, ну и то, что полагается курорту. А люди, которые обслуживают этот комплекс, живут недалеко расположенном в городе Араде. Комплекс расположен в южной котловине озера на высоте минус 404 метра ниже уровня моря, на берегу бассейна номер 5 заводов Мертвого моря. А вы знаете, что из всех соленых озер мира состав минералогических солей в этом озере самый уникальный? Название этому курорту дал источник Букек, который расположен вот здесь, вот в горах, недалеко отсюда. Это очень красивый источник с водопадами. И течет он по одноименному ущелью. Известно, что в 1950 году второй президент Израиля Ицхак Бен-Цви с десантниками и проводником-бедуином добрался до этого места, чтобы испытать на себе целительную силу чудодейственного моря. И испытал. И результат мы видим вокруг. Первая гостиница открылась в 1969 году, и на ее открытии присутствовал даже министр туризма Моше Коэн. Сейчас в комплексе действует 12 гостиниц. Температура воды в море ниже плюс 20 градусов по Цельсию никогда не опускается, а летом при температуре, доходящей до 40 градусов, вода может прогреться и выше 30. А это Миша, наш беспилотник и полноценный участник нашей арт-группы «Запад и Восток». Миша совершает всю работу для вас по съемкам в небе. В 2018 году здесь открылся этот новый торговый центр. Прогуляемся? Напротив современного центра древние руины. Возможно, здесь хранили, а может быть и производили благовония. В районе ручьев Букек более 2000 лет назад была сельскохозяйственная ферма. Там обнаружили постройки и оборудование для обработки лекарственных растений. Вероятно, их там на террасах и выращивали. А кому неизвестна леденящая душу история о гибели библейских городов Содома и Гоморры? О том, как Бог, разгневавшись, обрушил на эти города дождь из огня и серы. Ученые до сих пор в догадках, какой же ужасный природный катаклизм произошел здесь. По последним исследованиям, опубликованным в 2021 году, по всей вероятности это был взрыв гигантского астероида в атмосфере. И остатки древнего города на иорданской стороне Мертвого моря
американские археологи относят именно к библейскому Содому. Но сейчас, спустя тысячелетия, здесь все тихо и очень спокойно. Вы знаете, здесь такой хороший, такой успокаивающий воздух, насыщен также и испарениями брома. А бром – это, как известно, естественный релаксант. Так что кроме всем известной грязи и воды Мертвого моря, лечебными свойствами обладает еще и воздух – своеобразная природная ингаляция. Здесь в разных концентрациях присутствует добрая половина таблицы Менделеева. 12 минералов не встречаются больше ни в каких водоемах, только здесь. И что не менее интересно, состав солей магния, калия, кальция и натрия в здешней воде находится в тех же пропорциях, слушайте, что и в лимфе и в крови человека. Поэтому минералы Мертвого моря в составе здешней воды оказывают положительное воздействие на человеческий организм. Ну и 330 дней солнца, достаточно высокая температура воды, постоянное высокое атмосферное давление с повышенным содержанием кислорода, постоянное испарение, создающие барьер солнечному излучению. Все это и способствовало появлению здесь курорта Эйн-Букек. Вот даже сейчас я стою, обратите внимание, февраль 2022 года, сегодня у нас 7 февраля, и вот в рубашке с коротким рукавом, потому что самый настоящий такой мягкий, курортный, потрясающий климат, очень комфортный для пребывания. И я, конечно, не знаю, 4 вечера, такой вот закат, посмотрите, какая прелесть вокруг, просто необыкновенно. Ну, давайте вернемся к истории гибели библейских древних городов Содома и Гоморры. И хотя месторасположение этих городов не определено точно и до сих пор не определено, но все-таки это было где-то здесь. Археологи 21 века попытались восстановить эти библейские события. Огонь с неба – это взрыв мегатонных тротилового эквивалента. При таком событии возникает ярчайший огненный шар. Смотрящие на него слепнут, а затем погибают от ожогов. Поэтому оборачиваться и смотреть на такую вспышку, как это сделал известный библейский персонаж, жена Лота, действительно смертельно опасно. А соль после взрыва, падавшая из соседнего гиперсоленого Мертвого моря на землю, вполне могла покрыть человека довольно толстым слоем и превратить жену Лота в соляной стол. Соль также покрыла землю, и земля стала бесплодной. Археологи даже определили, как мог избежать последствий взрыва Лот. Ангелы очень торопили Лота, даже взяли за руки и его, и жену, и дочерей. И что они сказали? Не останавливайся во всей окрестности, на гору спасайся, чтобы ты не погиб. Гора отражает взрывную волну и спасает укрывшихся за ней. Совсем недавно в окрестностях Мертвого моря исследователи обнаружили минерал внеземного происхождения, который называется аллобогданит. Он назван так в честь кристаллографа Аллы Николаевны Богдановой за ее взгляда, за ее вклад в изучение новых минералов. Впервые этот минерал был найден в метеорите Анелла в Якутии в 1997 году. И вот этот же минерал был найден в окрестностях Мертвого моря, кстати, совершенно случайно. Именно библейская история гибели грешных городов отталкивает многих православных христиан от Мертвого моря. Многих, но далеко не всех. Наша многолетняя работа с паломническими группами этому свидетель. Так на самом ли деле воды моря прокляты? Попробуем разобраться. После потопа, когда Ной принес жертву Богу, он сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека». И сказал это Бог задолго до гибели Содома и Гоморры.
Жители этих городов настигла кара небесная за их многочисленные грехи. Но проклял ли Бог воды соленого озера? Не буду больше проклинать землю за человека. Ведь так написано в Писании. Так что же, Всевышний все-таки нарушил свое обещание? Проклял водоем грехами уничтоженных людей? А может, все-таки согласимся с тем, что грех заразен не физически, а нравственно? И что может произойти с человеком, окунувшимся в библейском море соли? Может ли он как-то оскверниться и чем? Может ли вода моря быть носителем греха и проклятия? Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Дорогие друзья, так все-таки, Мертвое море – проклятие для человека? Или человеческая деятельность – проклятие для Мертвого моря? И кто же от кого больше страдает? Что скажете, посмотрев это видео? Мы бесконечно пользуемся дарами нашей планеты и так мало даем взамен. Она все еще так прекрасна. Давайте беречь эту красоту, любить и украшать наш общий дом. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья и благополучия. До новых встреч! Всего доброго!